Друзья, привет! Как вы понимаете, TikTok — это относительно молодая соцсеть, но сейчас она уже набирает большие обороты. То есть идет вот такая популяризация, и все тренды идут из ТикТока. Да? Например, мы часто говорим, спрашиваем, а ты видел там этот прикол в ТикТоке, например? Вот. Огромное количество разных роликов интересных, в том числе у меня на канале про странные аккаунты в ТикТоке. Очень рекомендую посмотреть, кто не в курсе, что там происходит. Вот, все подробно объясняю. Но сегодня мы с вами поговорим про очень жесткий случай, который освещен в ТикТоке в формате видео, и разберем полностью, что произошло, и я на 90% уверена, что это не постановка. Да, насколько вы знаете, я очень скептично отношусь ко всяким проявлениям жести, и, действительно, если я говорю, что на 90% это не постановка, значит, это действительно так. Вот то самое видео, и мы тут видим, что группа подростков, оказалась на пляже, и они нашли старый чемодан. Они предположили, что в этом чемодане могут быть деньги, но одна девушка, как видите, его открывает палкой, и там находится целлофановый пакет. А в то же время нам пишут, что из этого чемодана доносится вообще ужасная вонь. Подростки не стали дальше открывать этот чемодан, они вызвали полицию. И, как оказалось, потом всю эту местность, конечно, оцепили. И, как оказалось, в этом чемодане были человеческие останки. И вы спросите, а как вообще подростки додумались вообще пойти на этот пляж, найти этот чемодан? И я объясню. Все это началось с приложения Randonautica. Приложение Randonautica появилось в начале 2020 года. И его суть в том, что оно отправляет рандомную точку, чтобы вы могли поехать туда и найти что-то интересное. Это приложение просит вас в формате чата поделиться своим местоположением. К примеру, хочу увидеть что-то то-то. Одна девушка из ТикТока рассказала, что захотела увидеть смерть, и потом случилась самая неприятная ситуация. Вот, пожалуйста, вам на видео. So I just went randonauting. I just went randonauting, and our intention was death. We were on our way to the spot, and I look out my window, and there's someone laying in the gutter with their wife literally on them, holding them. And so I parked and got out, and he got shot. And then she gave me the phone and I had to call the cops. And Darius he wrapped his jacket around the wound. And then the cops came and we got questioned and I said to leave. And I just dropped Darius off. И затем это приложение генерирует новую точку на карте, в которую нужно поехать и проверить, что там. Очень интересная философия у данного приложения. Да, вы, в принципе, поняли его суть, что там происходит. Создатели программы уверяют, что Randonautica создана с учетом квантовой физики и духовности разума. Это прямая цитата. То есть суть в том, чтобы отправить человека в рандомное, вообще неизвестное ему место, и чтобы этот человек узнал что-то новое и таким образом расширил рамки своего разума. Вот, что-то типа такого. В случае с чемоданом это, конечно, огромный сюрприз. Жизнь вот этих подростков, она кардинально изменилась после такого. Я думаю, они не видели, что там, потому что полиция приехала, и вот только полиция открыла этот чемодан, собственно. Приложение Randonautica — это, конечно, огромная загадка, но сейчас мы с вами разберем еще несколько видео похожего содержания, и о Randonautica мы все-таки поговорим чуть попозже. И вот, например, очень жуткий ролик, в котором девушки приехали на место на машине в полной темноте, и впереди, как видите, силуэт мужчины, и он явно идет на них. Да? То есть огромное, я так понимаю, это поле или лес, и ни единого фонаря, только вот свет от фар машины, и все светит на этого мужчину. Этот мужчина чуть ли не бежит на них. Я допускаю, что это может быть постанова, но ролик действительно жуткий. Тут вообще ребята встретили очень странную женщину, но, скорее всего, это просто совпадение. Oh my God, Tyler! И таких роликов много, но в большинстве случаев, конечно, это безобидные путешествия. Дело в том, что сейчас в Америке это уже тренд прошел, так скажем, возвращается все в Россию, и к тому времени, когда это видео будет выложено, мне кажется, Randonautica уже поглотит и Инстаграм, и Ютуб. И вот мы
подходим к самому интересному, к сути рандонавтики, что приложение из себя представляет и есть ли здесь какая-то мистика. То есть почему много людей встречают какие-то странные вещи и на какой основе вообще генерируются эти точки. Рандонавтика — это молодой проект, который был выпущен в этом году, и он по своей логике немного напоминает Pokemon Go. Если вы помните, да, нужно было в дополненной реальности, значит, искать покемонов. Да, только здесь в рандонавтике немного другая философия и механика действий. Приложение рандонавтика, оно доступно как и на Android, на iOS. Вы просто его скачиваете и в формате вот такого вот чата выбираете, что вы хотите посетить, аномалия, Void или другие точки, и потом вам приложение присылает конкретную точку, где может находиться что-то интересное. Еще есть официальная, да, так скажем, доска на Reddit, где пользователи делятся своими находками, куда они пошли, что нашли и так далее. Как видите, по частоте постов все-таки приложение довольно популярное в Америке и других странах. Просто каждый день, да, публикуется 3-4 поста. Если вы посмотрите содержание этих постов, то оно не такое уж и стрёмное. Когда вы заходите в приложение, оно дает вам выбор, какую категорию места вы хотите посетить. Очень интересные названия, да, с такой претензией на философию, на физику, но тут будет сложновато разобраться, если вы в первый раз его скачали. Например, аттрактор — это необычное скопление квантовых точек. Пустота — это их отсутствие. Аномалия — это самые мощные аттракторы или пустоты. И вот это мне очень нравится. Слепые пятна — это потенциальные локации вне вашего туннеля реальности. Да, вот когда я говорю про необычную интересную философию, я говорю именно вот о таких терминах. Заметьте, что здесь используется научный язык, да, то есть квантовые точки. Мы знаем, что есть квантовая физика, и мы предполагаем, что квантовые точки существуют. Я конкретно не знаю, но такое словосочетание просто внушает доверие, что это все по-настоящему. Условно, если бы разработчики использовали там энергетика, внешние поля, аура, то люди не так охотно верили бы в эту философию. Да, и такой интересный термин: выберите квантовый генератор подлинных случайных чисел. Сфокусируйтесь на вашем намерении, да, то есть вот такая вот невесомая вуаль мистики все-таки есть. Нас заставляет верить в то, что здесь есть что-то необычное. Ну и потом бот высылает вам координаты для исследования. Самый большой секрет рандонавтики заключается в том, что места, которые вы находите, имеют смысл только для вас. Условно, многие находят стены с граффити, пустые бутылки, и уже на основе своей жизни предполагают, что это имеет какой-то смысл. Это можно назвать синхронизацией вашего воображения и случайности, которую вы находите. Вы начинаете видеть связь между двумя абсолютно не связанными объектами. Но разработчики пишут, что если вы достигли точки, но не нашли ничего интересного, не отчаивайтесь. Даже тот факт, что вы побывали в месте, где вам было не суждено побывать, запустит новые причинно-следственные связи. Вот это очень интересная мысль. И действительно, даже если вы ничего интересного не нашли, все-таки ваша жизнь как-то, да, поменялась в другое русло за счет вот этого действия. К чему я все-таки клоню? Давайте еще одну затравочку, чтобы вы поняли суть. Если вы посмотрите на доску на Reddit и проследите, какие сообщения пишут пользователи, то вы поймете, что в основном люди находят безобидные вещи. Случай 1 на миллион, когда человек нашел там какую-то могилу или чемодан с останками, обычно это просто случайность. Так бывает. Это буквально вот по пальцам можно пересчитать такие случаи. Это такие мелкие детали, которым мы придаем большой-большой смысл, и в результате этого сооружается такой образ, что рандонавтика — это какое-то странное приложение, там находятся вообще какие-то мистические вещи, хотя на самом деле мысль разработчиков совершенно благая. То есть основная мысль: если вы начнете искать совпадения, неведомые связи,
то вы обязательно их найдете. Да, то есть так работает наш мозг, нам всегда везде нужно видеть какие-то связи. Условно, приложение нам отправляет рандомную точку, а мы уже ищем причины, почему это произошло, что там есть, почему именно мне, как это работает и все такое. То есть нам всегда нужен ответ. Но у нас возникает вопрос, как подростки пришли к этому чемодану. То есть, это явно не каждый день происходит. И почему именно приложение Рандонавтика, почему именно на пляже и именно в эту точку? Во-первых, мы не знаем, возможно, подростки просто они гуляли в округе и нашли рядом чемодан. То есть не в этой точке, куда их послало приложение, да? И, во-вторых, я лично верю в случайности именно в этом контексте. То есть, а как это еще объяснить? Что? Постанова. Хотя вроде как нет, судя по СМИ, да, реально там эту зону оцепили, там действительно был чемодан с останками. Даже разработчики пишут, что они не понимают, как это получилось, но это чистая случайность. Так что, друзья, мой вердикт, вся шумиха с приложением Рандонавтика пошло только вот от этого видео, от этого случая, и потом в дальнейшем в ТикТоке по этому хэштегу распространялись похожие видео. Кто-то делает постанову, кто-то действительно что-то странное нашел. Но вот такие странности — это чистая случайность. То есть приложение заточено именно на случайность, чтобы вы понимали, узнавали новый опыт для себя. Само приложение Рандонавтика основано на чистейшей психологии, а не на мистике и чем-то паранормальном. От этого приложение не менее интригующее, но вот эту вот тень всех предрассудков и негативных условностей можно уже развеять, потому что шумиха разошлась только из одного видео. В России Рандонавтика — это не самое популярное приложение, по крайней мере, на сегодняшний день. Мне кажется, вы многие будете скачивать Рандонавтику и присылать мне сообщения со своим опытом, потому что до этого вы мне очень много писали про это приложение. Поэтому, если вы с помощью этого приложения что-то странное все-таки нашли, то пишите, я с удовольствием прочитаю ваш опыт. Друзья, если вам понравилось это видео, то оценивайте его, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики, и до скорой встречи!